Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что настроились на нашу волну шума. Это просто замечательно, то, что мы вместе и то, что мы обсуждаем, все то, что происходит, а это то, что кое-что иногда очень и очень стоит того, чтобы пошуметь. Давайте этим и заниматься просто в прямом эфире. Проект «Шум» — это исследование дня сегодняшнего через призму современности, ну и других представлений о том, как меняется мир. Вы — главное действующее лицо, поэтому, пожалуйста, пишите, что думаете. И, в общем-то, то, что как бы я собрал, да, давайте обсуждать в комментариях. Традиционно наш шум начинаем с очень уважаемыми многими игры в города. Именно города, как таковые, является наша основная, задача, чтобы шум был слышнее. Кто откуда, пишите. Если слышите город, который вам понравился, ставьте лайк. Ну и, конечно, присоединяйтесь, пишите свой населенный пункт. Вот нас Славутич на связи, прекрасно, потрясающе. Значит, Чернигов на связи, Екатеринбург, пора начинать. Так давайте начинать. Севастополь с нами. Васюки тоже. Привет из Москвы. Значит, Егорьевск. Саня останется с нами в Москвич. Анатолий пишет. Конечно, останется. Шум, да, Киев шумит. Котельники. Воронеж, центр мира шумит. Кратер Тихо. Есть такой кратер, и там вот, наверное, луна. Сейчас там кровавая луна над Украиной. Полнолуние же, да? Ретроградный Меркурий. Вчера затмение. Ой, слушайте. Значит, Бердск на связи. Калининград, Шумир, Курск здесь. Ялта с вами. Резекне, Латвия. Краматорск на связи. Ялта, да, спасибо. Курундус есть такой населенный пункт. Шостка, привет. Ташкент, Чебоксары. Спасибо всем, кто смотрит в Сахалине. У вас совершенно другой часовой пояс. Вам может быть удобнее где-то. Привет, Воркута. Воркута! Да, отличное тоже место. Значит, Буденновск в шуме, потрясающе. Афганистан и Пакистан, там прям на границе шумят. Да, шумят. И, конечно, да, давайте так, шумят не так сильно, как американцы, но тоже шумновато. Значит, Нижний Новгород, Городец, спасибо большое. Балуйте, говорит нам человек из Орла. Ну, мы же орлы, мы же из Орла. Привет, в Орел тоже. МКС, спасибо. Чисто Перхурова на связи. Ессентуки, значит, я из города Ухылянска. Привет, привет, и в Ухылянск тоже такой населенный пункт. Лодзь, Липецк на связи, Санкт-Петербург. Титикака. Титикака. С нами тоже шумит. Антрацит на связи. Боржавская. Балашиха. Харьков на связи. Балашиха, Харьков, да, то есть Харьков, а тут сейчас в Балашихе человек. Значит, Нижний Тагил, Мурманск, Вышгород, Славянск, Кишинев шумит. Сергеев Посад на связи. И Дания тоже. Брно. С нами. Здрасте вам из Алматы. В Алмату тоже здрасте. Опрос сегодняшнего эфира. Кто в сложившейся ситуации геополитической взвоет первым? Проголосуйте, пожалуйста, в чате. Вот там, где сейчас пишете. Проголосуйте, пожалуйста. В общем, варианты: Украина, Европа, Израиль или Иран взвоет первым. Интересный опрос сегодня. Смотрите, не все могут взвыть вообще там страны Персидского залива, могут еще. Но вот из этих предложенных вариантов давайте определим победителя. Ростов на связи, Самара, Бремен, Питер с нами, это прекрасно. Іршава, де спіймали пьяного военкома. Ой, да, эти военкомы, конечно, еще те. Значит, Венспилс шумит, да, значит, Бориспильщина, бугры Ленинградской области шумят. Шум на буграх. О, как замечательно, романтически звучит. Значит, так, значит, с нами Гомель, привет в Беларусь. Космос, тут понятно, значит, Крым на связи, и вам тоже привет. Друзья, если смотрите в записи, да, понимаю, что многим неудобно в прямом эфире, и многие досматривают эфир, но в эфире не принимают участие, пишут комментарии по темам. Напишите и поиграйте в города. Это так классно, когда заходишь в комментарии, а там вот вы пишете, откуда вы. И именно это нас и сплочает. И именно это нас объединяет. Не войны нас объединяют, не какие-то вот эти потужности объединяют, а именно это.
Ну что, я вот жду, когда запустят вот этот счетчик незламности, да, вот первую там недельку как-то это все в Украине, помните, 22 год, да, вот как-то так вот не так не сяк, а потом же пустилась пропаганда, и там сейчас 1400 там какой-то день войны, там 1000-й день войны, там, 99-й день войны, 100-й день борьбы, вот это все по телемарафону, объединили всех телемарафон. Вот что-то подобное, наверное, нужно перенять американцам у Зеленского. Почему? Потому что надо уже пора, ну, считать. Считать уже пора, начинать. Война продолжается, удары наносятся жуткие, причем жуткие по Ирану, ну, Иран тоже не пасет задних. И, конечно, вот заряд потужности, который пытается администрация Трампа всех, так сказать, в него погрузить и окунуть, впечатляет, ну, видно, что не дорабатывают. Нет там пиарщиков и технологов 95-го квартала. Сегодня был уникальный брифинг, на который отреагировала поламерики. Брифинг Хексета. Если первое, там, значит, обращение, первые два самого, хотел сказать, Зеленского, Трампа, конечно. Трампа все так смотрели с придыханием, рынки реагировали, все вот происходит. Рынки продолжают реагировать, но политики как-то молчали. И сейчас как-то вот выравнивается история, и срабатывают принципы американской демократии. Кто-то за, кто-то против, кто-то говорит, да на кое оно нам надо. Но потушничанье выглядит совсем иначе вот в этой системе. Это не так, как в Украине. Всем заткнули рты и сказали, если ты что-то против открываешь рот, то ты за оккупанта, за агрессора, ты негодяй. В Америке говорить можно, и в Америке говорят. Хексет выходит сегодня и прям раскладывает. Розумію, преса хоче виставити президента в поганому світлі, але спробуйте хоч раз показати реальність. Умови цієї війни визначатимемо ми на кожному кроці. Поняли? Условия этой войны определяем мы. Вопросы здесь задаю я, не надо выставлять Трампа в плохом свете. Як я казав у понеділок, місія чітко сфокусована – знищити іранські ракети, дрони та заводи, що їх виробляють, розгромити флот і критичну інфраструктуру безпеки. Так, значит, ракеты, дроны, флот, понятно, критическую инфраструктуру разгромить. Ага, так, дальше какие цели? Перекрити шлях до ядерної зброї. Іран ніколи не матиме ядерної бомби. Не під нашим наглядом – ніколи. Ось чому моральна чіткість президента Трампа щодо Ірану сьогодні така важлива. На відміну від минулого, коли розмиті червоні лінії та нескінченні переговори дозволяли Ірану фінансувати терор і наближатися до бомби, цей президент бачить загрозу чітко, ніяких напівзаходів, особливо коли Іран найслабший. Більше не дамо Тегерану грати на час, поки наші люди платять ціну. Його лідерство гарантує, що ми завершимо розпочате і захистимо наших бійців, розгромивши ворога до того, як він зможе вдарити знову. Наші наступальні операції, відточені місяцями невпинної підготовки, непереможні, а оборонні зусилля безпрецедентні. Ну, как-то странно, он же министр войны, не обороны, а говорит об оборонных усилиях. Короче, всех победили, всем как бы насыпали, всем на орехи дали. Непобедимая Америка, самая фантастическая страна, самая что ни на есть успешная страна. А если не верите, посмотрите на карту. Карту тоже на этот брифинг припер Трамп, там отмечены базы американские, ну и, конечно, удары, какие крупные, мощные удары, собственно, на карте Ирана нанесли американцы и израильтяне. Вот, мол, смотрите. Причем на этом брифинге четко же свобода слова же присутствует и говорит, подожди, Хексет, а чего с девочками? Ну, вот этими иранскими. Что с этим ударом? Говорит, расследование будем расследовать. Сейчас ничего не понятно, сказать ничего не могу. Короче, ушел от ответа. И люди задаются вопросами. Погодите, уже, во-первых, сколько времени прошло? Имея все там, спутниковые группировки, понимая, кто куда бьет, координация войск. Ну, можно же было дать какой-то ответ. Никакого ответа. Ну, а все должны кушать ложкой, причем полной потужность и мощь американскую, потому что он там командующего армии привел, тут сказал, смотрите, Иран там на 68%, на 78% уничтожен так, на 70, там 36 осталось от того. Короче, нет почти Ирана. Все, уже почти победили. Но война-то продолжается. Почему? Политики вообще не удовлетворены вот тем перформансом мощи, силы и фантастичной фигуры Трампа, которая вот презентована. Вот сенатор-демократ Элизабет Уоррен вообще вышла в шоке после этого мероприятия, потому что там же всех приглашают, да, всех политических сил. Не дошли еще Америки, чтобы дней считать, минуты молчания. Есть, кстати, по кому минуты молчания, но тем не менее. То есть
не дошли еще до украинизации этой войны. Они ведут ее по-своему. И пускают людей, которые с другой политической силы, на эти брифинги. Выходит и в шоке. Я только что вышла с закрытого брифинга по Ирану. И вот что могу сказать. Все намного хуже, чем вы думали. Ваши опасения обоснованы. У администрации Трампа нет плана по Ирану. Эта незаконная война основана на лжи и была начата без какой-либо непосредственной угрозы нашей стране. Дональд Трамп до сих пор не дал ни одной ясной причины этой войны и, похоже, не имеет плана, как ее завершить. Как и многие из вас, я по-настоящему зла. Я зла на то, что делает Дональд Трамп, и скорблю о тех, кто уже погиб в этом ненужном конфликте. И я буду продолжать делать все возможное, чтобы добиваться прекращения этой войны. Да, вот так вот. Очень сильно, очень мощно и очень негодующе реагируют на погибших. Погибших, кстати, показали. Вот они. Это 4 солдат, всего 6 погибли. 6 за всю операцию. Значит, имена 4 из 6 американских солдат опубликовали. Операция «Эпичный гнев» унесла жизни капитана Коди Кёрка, первого сержанта Ноэ Титтенкс, первого сержанта Никола Амура и сержанта Деклана Коди. Вот они, пожалуйста. И о них, конечно, будут очень и очень беспокоиться политические оппоненты Трампа. Вообще сенаторы разбушевались. Они как-то абсолютно не понимают, а на кой это нужно. Вот Крис Ван Холлен. Я услышал от секретаря Рубио, что Нетаньяху решил ударить по Ирану. И вот мы здесь делаем то, что премьер-министр Нетаньяху хотел делать последние 40 лет. А именно, атаковать Иран. Просто Нетаньяху раньше не мог найти президента достаточно глупого, чтобы втянуть Соединенные Штаты в эту войну. А теперь это сделал Дональд Трамп. И они понятия не имеют, в чем заключается конечная цель. Вот бьют по одной точке. Какая конечная цель? Сухопутное вторжение невозможно. Многие там высказывались и разбирали, и мы тоже в шуме в предыдущих тоже смотрели на карту, и вот не на ту, которую Хексит показал, а вот на карту рельефа и местности. Вот они вот так вот как по краюшке, по горам-то, в общем-то, и ударили, да? Там, где есть плюс-минус полонины, как по-украински, такие равнинки, там, где какие-то базы, объекты, вот ударили, хорошо. Даже там попадали в ядерные объекты, об этом чуть позже. То есть флот уничтожили, нет флота у Ирана. Так, а цель какая? Хорошо. Обезжирили Иран, ударили. Так он бьет в ответ, продолжает бить, создает всем проблемы. Ну дальше что? Заходить? Нет. Заходить не будем. Заходить невозможно. Рубио вот так характеризует цели, да, и вот как бы вот что означает? Они все сконцентрированы, что означает эта операция? Они, кстати, тоже называются СВО, только там Special Combat Operation, в общем, все как бы похожая история, тоже они не начинали, а заканчивают. Вот этот сенатор, да, недоволен Рубио, а Рубио что говорит? Иран не может обладать этими ракетами, не может иметь эти дроны, не может угрожать миру. Президент сказал, что сейчас они слабее, чем когда-либо. Если не ударить по ним сейчас, то через год или полтора никто уже не сможет их тронуть, и они смогут делать все, что захотят. Так вот в чем причина. Вот креста на лбу не хватает, правда. Вот в чем причина. Они будут просто неуправляемы, неконтролируемы. Им никто ничего не может сказать. У них появится ядерная бомба, никто не может качать из них нефть, нагибать. Нет, санкциями обкладывать могут. Где-то улыбается при этих словах Ким Чен Ын. Он принял решение действовать. Он решил идти в совместную операцию, потому что это давало наивысшие шансы на успех. И он принял решение нанести удар первым. Бей первым, если драка неизбежна, да? Так звучит, кажется. В общем, смотрите, какая интересная история. Они все хвалят Трампа. Трамп молодец, не открывай рот против Трампа. Не хватает этой подпитки телемарафонистой и вот украинскости этой войны. Видно, что не хватает. Надо сажать, если кто-то рот против Трампа открывает. Вот правда. Но там же можно еще пока, и все открывают, и все как-то недовольны. Плюс очень нелепо выглядит на фоне вот этой истерии величия Америки сами же американцы в глазах мира. Вот, пожалуйста, заседание ООН, да, представитель от Трампа там есть, и от Америки тоже есть. Майкл Уолтс, значит, приходит на телевидение, ему показывают кадры, говорят, вот была же трансляция Совбеза, да, ООН, выступали и иранцы, и там как-то вот они так высказались, и вот вы ответили. Прокомментируйте, пожалуйста.
Я не собираюсь удостаивать это еще одним ответом. Пока этот представитель сидит здесь, в этом зале, представляя режим, который убил десятки тысяч собственных граждан и посадил в тюрьмы еще многих лишь за то, что они хотели свободы от вашей тирании. Ну, в общем, прокомментируйте, пожалуйста. Это Fox, пожалуйста, ну, дружественный канал, говорит, вот, этот представитель сидит здесь, вы типа на американской земле. Знаете, я постараюсь быть сдержанным, но меня не удивит, если этот человек однажды постучится к нам за убежищем. Этот режим разваливается. Он слишком долго злоупотреблял властью, сажал, пытал своих же людей, слишком долго угрожал миру и убивал. И как ветеран я думаю о том, сколько американских солдат иранцы убили. Либо напрямую, либо через своих прокси. Я зеленый берет, и это не мой первый бой. Я зеленый берет, это не мой первый бой. А ему журналисты просто вопрос задали, а что ты угрожаешь представителю Ирана и говорит, там, это же все Нью-Йорк, да, ну, Организация Объединенных Наций, что ты ему там как бы там угрожаешь, это же как бы некрасиво. Он говорит, это не мой первый бой. Они прямо или косвенно уничтожали Америка. Это, короче, пошли нарративы. Анна Паулина Луна вчера буквально попалась на этом нарративе, просто там ведущий немножко как бы адекватный, говорит, а сколько? Сколько американских солдат иранцы уничтожили? Чего вы так взялись? Но не надо задавать вопросы, сколько, когда речь идет о программных, таких воинственных. Да, здесь можно четко сказать о пропагандистских вещах. Американцы договорились до того, что премию мира надо дать. Премию мира надо дать. Но теперь не только Трампу, а еще и Биби Нетаньяху. Генконсул Израиля в Нью-Йорке взял так и выпалил. Президент Трамп и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заслуживают Нобелевскую премию мира. Ну так вот. Сказал, как отрезал. Всем по Нобелевской. Это все же ради мира. Это все ради мира. Ну и, конечно, ядерные причины, они оставляют... понятно, да, главенствующую роль. Вот у них должна была быть ядерная бомба. И мы вот это все предотвратили. Вот еще чуть-чуть и предотвратили. А сами американцы провели сегодня плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3. Значит, сообщили... Глобальный удар прорепетировали, уточняют, что испытание не связано с текущими мировыми событиями. Ага, конечно. Значит, пуск состоялся с базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета без боевого оснащения несла 2 испытательных возвращаемых аппарата, которые достигли цели на Маршалловых островах. Подполковник Кирри Рэй, командир 576-й испытательной эскадрильи, говорит, что... Ну, это она. Говорит, что запуск позволил оценить работу компонентов системы, сценариев применения. Короче, потренировались с ядерным оружием на фоне всего происходящего. Ну, это просто планово, это вы не смотрите. Что в Иране? МАГАТЭ опубликовала вот такие снимки, входящие взрывы на ядерном объекте, там, где идет, собственно, ядерный объект. Уверяют всех, что заражения нет, хотя вот по ядерным объектам бьют и продолжают бить, в том числе, и как-то особо не стесняясь. Американцы вообще не стесняются. Не стесняются, и внутри вот этот раскол, вот смотрите, Израиль же, да, вот все сетуют на Израиль, но у них же есть ядерная бомба. Нет, но они могут применить. Они вот так всегда отвечали, там Голда Меир отвечала, и все понимают, что это ядерная страна, Иран невозможно сделать ядерной страной, иначе никто бы ничего не мог ему сказать. Рубио четко ответил. И так или иначе, тень Израиля на всех действиях Трампа лежит. Она пригвоздена железобетонными вот такими гвоздями, железными гвоздями, пригвождена к вот этой карте, к театру боевых действий, к целям, к задачам. Они могут говорить все, что угодно. Financial Times сегодня публикует материал. Молчание Джей Ди Венса после решения Дональда Трампа нанести удары по Ирану может указывать на определенную напряженность между политиками. Как отмечает издание, на протяжении 72 часов Венс молчал. Не делал никаких заявлений о военной операции. В то же время другие высокопоставленные республиканцы активно поддерживали Трампа, да, и хвалили в социальных сетях, в эфире телеканалов. 72 часа прошло, и Венс вышел. И тоже начал
как бы хвалить, да, нахваливать или оправдывать. Вот эта похвала выглядит как оправдание, и это все считали. Более того, все реально, думающие аналитики, которые описывают американскую политику, внутрянку вот этих крыльев американской власти, говорят, что создаются условно, да, вот такие молодые, он же молодых притянул, Трамп, а они как-то не шибко хотят, чтобы их ассоциировали с Израилем. И уже прям такие ответвления создаются, что мы не хотим быть под этим лобби, или хотя бы, чтобы нас подозревали, что мы подчиняемся интересам Израиля. У нас свои интересы. Плюс отторгнутые, да, отброшенные по идеологическим, прежде всего, причинам политики заговорили. Марджори Тейлор Грин вообще засомневалась, что Трамп адекватен. Дональд Трамп неоднократно говорил на камеру и в интервью, что не считает, будто попадет в рай. И я хочу задать серьезный вопрос. Что у него в голове? В каком он психологическом состоянии? Если он не думает, что попадет в рай, и он человек на закате жизни, в четвертой четверти, ближе к ее финалу, как это скажется на всех нас? Что это означает для страны, когда президент США убежден, что не попадет в рай? Что это значит для его решений? Он уже заявил сегодня Нью-Йорк Пост, что его не волнуют рейтинги. Его не волнует мнение американцев. И он может вести войска на землю. Сначала это называли «войной на пару дней», а теперь, возможно, на 4 недели или дольше. Я хочу понять, что происходит с человеком, которого я поддерживала. Вы поддерживали человека, который осуждал войну в Ираке. Человека, который говорил «никаких больше зарубежных войн, никакой смены режимов». И обещал это в кампании. Джей Ди Венс это обещал. Тулси Габбард это обещала. Они все это обещали. И вот прошел год, всего год. И мы уже в новой чертовой войне. И гибнут американские военные. Мне кажется, Америке пора сорвать пластырь и начать серьезный разговор о том, что, черт возьми, происходит с этой страной. Для кого принимаются эти решения? И кто именно их принимает? Я не думаю, что президент шутит. Я хорошо его знаю, и он снова и снова говорит, что не попадет в рай. Так же настойчиво, как повторяет, что он прав. Как думаете, мне снова баллотироваться в президенты? Сначала это можно было принять за шутку, но я не думаю, что он шутит. И я знаю, что вы не готовы заходить так далеко. А я готова. Я действительно хочу понять, в каком он состоянии и ради кого он это делает. Потому что не ради американского народа. Он нарушил свои обещания. Никаких зарубежных войн. Никакой смены режимов. И я хочу спросить, где Джей Ди Венс? Где Тулси Габбард? Потому что если они молчат и отворачиваются от собственных слов, а все это записано на видео, если они говорили то же самое, что и я говорила со сцены кампании и на митингах Трампа, никаких зарубежных войн, никакой смены режимов, то где они сейчас? Как где? Где? В политике. То есть демарш Марджори Тейлор Грин восприняли как вот она такая скверная, предала. А Трамп что делает? Помолчал Венс, вице-президент. Военный, кстати. Вышел, вышел с комментариями вчера. Вообще-то гнетущее впечатление все создает. Очень гнетущее. Как это? Трамп не исполняет обязательств? Да ладно. Может, опять Тейлор Грин баллотироваться в президенты? Судя по всему, это недовольство закипает не только среди демократов, которые говорят, так нет цели, а и тех, которые вчерашние сторонники говорят, так мы за это не проголосовали. Мы, рискуя жизнью, потому что стреляли в Кёрка, убили, да, стреляли в самого Трампа. Не ради этого. Ужас был какой-то на избирательной кампании, мы ее прошли, и этих своих идеологически близких Трамп сейчас вообще не удовлетворяет. Зато удовлетворяет Израиль. Во-первых, да, уничтожили военно-морской флот и вообще силы морские Ирана. Об этом отчитался Трамп вчера, сегодня показали пруфы. Пожалуйста. Красивые кадры, подлодка. В общем, уничтожила один из фрегатов, запустили торпеду. Вот так это все выглядит. Показали прям снаряд, как это все выглядит. Вот замечательно. Вот кадры подрыва из-под воды, взрыв, Индийский океан. Около 100 иранских моряков
погибли 80 точно, а 20 там, не знаю, спасаются или каким-то образом смогли выжить. Ну, то есть всех уничтожили. По Тегерану лупят прям так вот, как по Дрездену в исторические времена. Опять-таки удары мощные. Весь в дыму Тегеран. Который день. Сотрясается народ. Никто особенно не слушает. Никто особенно не видит. Значит, какая задача? Разбомбить столицу. Убить всех руководителей. Ну, вот так они воюют. То есть вот таким вот макаром они воюют и так декларируют моду на вот эту современную войну. А американцы, они так видят вот эту СВО Трампа, благородную, конечно же, ради, конечно же, мира. Правда, сколько они уничтожают в процентном отношении или в физическом, Иран все равно бьет. Вот Дубай, British Airlines, пассажиры борта наблюдают из окошка своего самолета. Все в шоке. Баллистическая ракета. Все, вау, что это такое? Да, это вот летит. Летит конкретно по целям, которые выбирает Иран. Значит, не все пусковые установки поражены. Абсолютно не все. Парализованное движение уже мало кого не смущает. Аэропорты, вот эти ближневосточные, они все пусты. А на этих фотографиях аэропорт Ларнаки. Видно, что терминал практически пуст после отмены более 60 рейсов по всему Кипру в связи с иранскими беспилотниками, которые базу Британии атаковали. То есть Кипр под ударом и продолжает быть под ударом. Все дальше и дальше и дальше как бы отрабатываются возможности ударов по базам Соединенных Штатов Америки и союзникам. Вчера грымнул на британцев Трамп, а сегодня они как зайчики говорят, да, мы готовы вовлечься в войну с Ираном. Иран же продолжает демонстрировать, что его удары тоже достигают цели. Это точное подтверждение, что иранцами серьезно повреждена система РЛС предупреждения о ракетном нападении. В Катаре выбита та сторона, которая на северо-восток, то есть на Иран смотрит. От взрыва куски даже на крышу закинула, понимаете? То есть куски этой РЛС. То есть мало того, что здесь можно, конечно, оценивать войну, и у нас так любят, да. Как мы мощно по ним ударили. Так, а что по вам прилетело в ответ? А сколько это стоит? А есть ли сила это восстановить? А вот эта зона, которая отвечала, вот конкретно этот РЛС в Катаре, она же теперь слепая зона. Вообще, по поводу ударов, которые наносят по соседним странам Иран, уже вышел материал Financial Times. Значит, Иран якобы вот этими ударами выполняет план Аятоллы Хаменеи, посмертный план. Значит, он незадолго до гибели его разработал и утвердил. Заключается он в том, что нужно такие потрясения на рынках делать и повышение ставок в надежде на то, что США и Израиль окажутся под давлением, да, и они прекратят свое наступление. В частности, нападать на энергетические объекты в ближневосточном регионе. Стратегию еще начали разрабатывать после вот этой 12-дневной войны прошлым летом, когда повоевали немножко с Израилем и США тогда нанесли удары, хотя не хотел бомбить Трамп, но Б-52 полетели, как вжарили. Когда были пресечены наши красные линии в нарушении всех международных законов, мы больше не можем придерживаться правил игры, говорит иранский источник изданию Financial Times. То есть это еще Хаменеи утверждал. Об этом мы можем конкретно задумываться и об этом делать выводы и размышлять по поводу управляемости стратегий
демократы не просто так кричат, что у Трампа нет стратегии, а ее реально нужно, понимать. Стратегия в том, чтобы Персидского залива страны затянуть на свою сторону, и чтобы те войска, каждый по кучке отправил туда. Все войны вот эти, да, в Ираке, еще где-то, не просто так, да, начинались американцами, они всегда были коалиционными. Но сейчас коалиции как-то неохотно идут туда. Литва, конечно, я вчера рассказывал, Литва пойдет, они там сообщили, только литовцы в товарном количестве отправятся воевать сухопутными войсками. Но по сути о сухопутной операции нет речи, она невозможна, она мало. Сегодня прошла информация, что курдов натравят. Курдов, которых там в Сирии потеснили, турки, с которыми там воюют, их туда отправят. Их вооружат и скажут, давайте, курды. Но проблема курдов в том, что они, конечно, может и повоюют, может какие-то группы и создадут, может куда-то даже и войдут, но Иран они не уничтожат, они не зайдут на весь Иран, а нужно менять весь Иран и изнутри. Потому что Иран сейчас, согласно плану Хаменеи, делает много беды. Вот тот же Кувейт, да? Тот же Кувейт, который ослепили, ударили, мощно ударили по НПЗ. Вот такое зарево. Это стандартная картина для Ближнего Востока. Все в огне. И пестрят аналитики разной информацией. Вот в зависимости от Ормузского пролива в инфографике Япония зависит больше всех. Южная Корея, где уже испытывают кризис. Индия, которая сокращает там и газ, и другие вещи, поставки имеется в виду. Китай только 4-й. Европа, так-сяк, и Штаты совсем не зависят. То есть это конкретно удар, вот эта ситуация по японским, южнокорейским, то есть ближайшим союзникам Трампа. Интересом, и, понятно, Индию, которую вроде как приструнили или как-то ей сказали, вы там российскую нефть не покупаете. Хорошо. А где нефть? Где нефть с Ормузского пролива? А там сложная ситуация. То открывают, то закрывают его, но особо туда ходить никто не хочет из танкеровозов. Более того, что касается Катара, то эта страна вообще приостанавливает работу завода по сжижению газа. Источники сообщили, что восстановление этого завода после прилета нужно несколько недель. А полностью, скажем так, сможет выйти на обычный свой уровень производства экспорта минимум месяц. После завода, закрытого в Раслафане, возобновление переработки займет минимум 2 недели. А еще недели нужно, чтобы на какую-то плюс-минус адекватную мощность выйти. Люди все считают. И газ возрастает в цене бешеными темпами, как и нефть. А, внимание, и нефтепродукты. По поводу ударов Ирана сегодня все же пытаются посчитать, а сколько чего. Но все-таки это же западная война, да, а Запад привык с этой инфографикой работать. Пожалуйста, кто больше всех, так сказать, получил? Эмираты на первом месте, почти в половину Кувейт меньше, Катар как раз-таки, вот вообще 162 удара было по Катару, Бахрейн, Израиль меньше всех получил по себе, чем вот эти страны ближайшие. И потом Иордания, Кипр, 5 ударов было, 2 удара по Оману и Саудовская Аравия, 2 ударов. Очень интересная статистика, как раз-таки определяющая в плане политическом. А что там в этих странах такого? И как красиво действует Иран, как великолепно, филигранно. Ударов меньше, чем по саудитам, да, чем по Эмиратам, имеется в виду. Саудовская Аравия там немного пострадала, там и летают борты из Рияда, из Омана отлетают, тоже туда все бегут. Сейчас, правда, возобновили вот это авиасообщение, но когда богачи платят по $350 тысяч за билет, чтобы вывести джеты, чтобы самим улететь, это о многом говорит. А Израиль, прикрываясь Америкой, решает свои задачи. Конкретно сегодня было объявлено о том, что, уважаемые ливанцы, 15% вашей территории Израиль решил оккупировать. Почему?
Ну, типа, демилитаризованная зона там. Значит, предупредили всех ливанцев немедленно покинуть эту территорию и обещают наносить массовые удары, как конкретно по этой зоне, которая отмечена. Ну и понятно, да, израильские танки были, меркавы замечены на территории Ливана. Они идут пешки вперед. Вот зачем резервисты нужны были. Вот зачем. Конечно, танки тоже теряются, потери тоже есть, но о них мало кто, да, сообщит. О потерях-то. Ну, ей-богу, зачем о потерях сообщать? Вот, пожалуйста, Хизбалла публикует кадры, как она ПТУРом Меркава уничтожила. Значит, все красиво, показано, сконцентрировано. Вот ПТУР, вот идет удар, а вот полетел ПТУР, вот прилетело и поразили танк. Для особо непонятливых или там неверующих, как могли, техника у них тоже есть, но не такая совершенно, они там не могут зумом приблизить, а немножко приблизили, да, вот сам момент удара отмотали, вот замедлили, конкретно пошло поражение танка Меркава. То есть гибнут и солдаты Цахал, гибнут, понятное дело, и ливанцы, и их встречают там с боем, конкретно с боем, и они решают как бы, ну, победить маленького противника, пока с большим разбирается большой. И летит по ним меньше. Летит меньше, но, конечно, прилетает. Сегодня опубликовано было китайское, скажем так, сообщение оттуда. Вот Израиль, там военная цензура. Там нельзя рассказывать, что, куда попало, только если там какие-то данные контроля или кто-то там в момент атаки, а вообще как бы и ПВО снимать, последствия так вообще нельзя снимать. А китаец, он как бы не особо был в курсе. Поехал и снимает. Разрушенное здание. Показывает, смотрите, прилетело. Вот хваленый железный купол, разбирают завалы, он там прогуливается, все это показывает. Ходит по городу и смотрит по сторонам. Это Тель-Авив, столица. Ну так, на всякий случай. Так особо про потери Израиля или какие-то прилеты вы, ну, собственно, мало что увидите, узнаете. Последствия ли это ПВО или чего-то иного, ну, сказать сложно, потому что все видят, как не справляется даже с таким относительно небольшим количеством ударов. Вот перекрытая улица показывает. Конкретно кадры ударов тоже, как работает ПВО, и как-то не особо довольны ПВО израильским. Куда-то он испарился, этот железный купол. Ну, он, конечно, работает, но эффективность не показывает против иранских ракет такую, как была в 12-дневной войне, или как вот они с Хамасом в войнушку играли. Вообще в этой войне многое впервые, и, например, израильтяне впервые подняли в воздух, и, внимание, в воздушном бою с пилотируемым как бы противником из F-35 поразили, ну, применили этот дорогущий американский истребитель. Противостоял, конечно, этому чуду техники F-35, который в распоряжении Израиля есть, Як-130. Сопоставимые по мощности, конечно, но, тем не менее, интересно то, что с ПВО у Ирана тоже все не слава богу, потому что вот этот конкретный эпизод, конкретный кадр был снят над Тегераном, ну, там рядышком с Тегераном. То есть, спокойно F-35 заходят аж до Тегерана, и, в общем-то, с ними никто ничего не может сделать, потому что удары израильские дают о себе знать, дают. На политическом поприще это выглядит очень комично для некоторых. Но он сам вообще такой чудак-человек. Интересный такой. Друг же Трампа. Тоже, кстати, с Израилем связанный, у стены плача плакавший, иудаизм исповедующий, Милей шутку на фоне всех этих событий опубликовал у себя в соцсетях.
вы что? Смотрите, шоу талантов. Все сидят, все лидеры, раз, и все исчезли. И Мадуро исчез, и все в шоке лидеры. Ну как там, надо кнопку нажимать, нажимаешь кнопку, Пепе, какой талантливый Трамп. И все его хвалят, все. Но только лишь отдельные политики, причем совершенно неожиданно, на фоне прогибающегося, гнущего спину Мерца, который там по Украине чего-то поважничал. Но, по сути, там был такой эпизод вчера, во время общения с Мерцем, его Трамп такой ударил как бы его. Я вам типа пока в полушутку, и так смеются. И Мерц такой ха-ха-ха из-под очков. Вот это все. А там на самом деле все гораздо сложнее. У Европы в отношениях с Трампом. Он понимает, что те первые его подставляют. Санчес, премьер-министр Испании. Наоборот. Я считаю, что эта позиция вовсе не наивна. Она последовательна. Значит, говорит же Трамп, что вы наивные, вы такие сякие, руководство для меня не существует, народ, конечно, замечательный. Короче, никакой торговли с Испанией, пошли вон. Испанцы, правда, сказали, мы не отвечаем за торговлю, простите. Мы как бы в рамках Европейского Союза, в рамках сделок ваших, вот этих историй, вы нас как бы просто так не выключите, да и мы с вами просто так не торгуем. Но это отдельно, это же для Трампа. Санчес назвал вещи своими именами. И поэтому мы не будем соучастниками того, что вредно для мира и противоречит нашим ценностям и интересам. Просто из страха перед чьими-то ответными мерами нет. Потому что мы абсолютно уверены в экономической, институциональной и, я бы сказал, моральной силе нашей страны. И в такие моменты мы как никогда гордимся тем, что мы испанцы. Вот так вот. Мы гордимся, что мы испанцы. Испанцы, короче, в этом замесе участие принимать не будут, и вам, американцы, тоже не будут никаким образом помогать. За Санчеса сразу же вступился, это, кстати, тоже очень интересный эпизод, Макрон. Значит, он заявил премьер-министру Испании Санчесу, что Франция поддерживает Испанию и демонстрирует солидарность европейскую, между прочим, в ответ на экономические угрозы Соединенных Штатов Америки. Ну и народ Испании тоже сразу быстренько отреагировал на достопримечательностях и просто домах сразу появились граффити про Трампа, да, все, собственно, как и положено. Вообще, конечно, ход Макрона, он очень интересный, ввиду того, что он видит, как ковыляет Мерц. Видит, как рассыпается Европа и как нуждается Европейский Союз хоть в каком-то приличном лидере. Макрон неприличный лидер. Макрон не из тех, но он хотя бы соображалку включил и понял, что сейчас момент, надо выступить с позиции европейцев. Да, а что, европейцы должны поддержать испанцев? А то все как-то попрятались в кусты. И Мерц какой-то маловнятный. Я еще раз повторю, вчера я рассказывал в шуме, я был обескуражен, когда Зеленский пишет, мы поговорили с Мерцем, и он мне, Зеленскому, отчитался, как он там съездил в Китай. Ха-ха-ха. На роботов посмотрел, и как он, Мерц, в Китае отстаивал интересы Украины. Да Мерцу все равно, чьи интересы отстаивать, только не немцев. Только не немцев. Он отстаивает абсолютно другие интересы. И Макрон выглядит таким кукушонком в этом гнезде. Ему хочется как-то чуть-чуть подать свой голосок, и он понимает, что надо вот это весь сброд возглавить вокруг себя, не вокруг Урсулы, не вокруг этого Мерца, а каким-то образом, поэтому на хайпе решил поддержать Санчеса. Ну, Санчесу уже написали из Ирана, сказали, красавцы, мы не думали, что на западных странах еще присутствует этот дух ценностный, понятийный, политический. Не знаю, сыграет ли похвала от Ирана хорошую, добрую шутку в политическом смысле над Санчесом, но факт этот есть. И Иран услышал Испанию, между прочим. Услышал. Вместе с этим вообще в Европе все очень и очень худо. Там вообще сегодняшняя публикация Reuters, если честно, настоящий шок. Страны Северной Европы договорились разработать совместные планы эвакуации в случае кризиса или военного конфликта. Представляете? Значит,
10 стран Европейской, Северной Европы договорились подготовиться к возможной трансграничной эвакуации гражданских в случае кризиса или военного конфликта в регионе. Значит, нужно извлечь уроки из войны из Украины, сообщила Швеция сегодня. Эти 10 стран совместно протоколу подготовят планы, как, в общем, эвакуировать гражданских. Германия, Польша, наряду с другими членами НАТО, Эстонией, Латвией, Литвой, Швецией, Норвегией, Финляндией, Испанией той же, Данией, в последние годы активизировали планирование возможного будущего вооруженного конфликта с Россией, и вот по этому пути и, в общем-то, и щебечут дальше. Ну а чего? Опыт Украины очень и очень многим пригодится. Очень многим пригодится. Они ждут как бы угрозы со стороны России. Об этой угрозе и о России чуть позже, а вообще об опыте Украине многие увидели определенное дежавю. Буквально перед нашим эфиром сегодняшним прямым в Ираке полностью погас свет. Вот так выглядят улицы Ирака. Ну, все, темно. Темно, как у темнокожего в том самом месте. Отключены все источники питания на фоне вот этой войны. И вообще жизнь близлежащего Ирака, разрушенного войной, но такого как бы подмандатного, да, после войны в Ираке, победоносной, после пробирок Пауэлла, вообще становится невыносимой и такой типичной. Типичной. Вот прям как вот по-украински все происходит, и там где-то по-российски, где-то по-украински. Вот так футбол выглядит в Ираке. Как там говорили, это еще с Донбасса, помню, это исходящее, да, то есть исходящее. Ну, и они там сидят, развалились, они понимают, что, ну, а что они могут сделать? Им надо в футбол играть. Это вот эти вот белые и персы, ну, или там соседи, они вот это вот между собой выясняют отношения. Но если все думают, что они так вот все будет происходить дальше, то нет. Ирак, например, очень люто бунтовал и пытались снести посольство Америки, прям штурмовали его. Ну, правда, справились, разогнали этих мужиков. И ополчение там действительно растет на фоне этих событий. Почему? Потому что сила действия равна силе противодействия. Сегодняшний еще один эпизод на фоне вот таких обстрелов, как в Ираке. Турция сегодня сообщила о том, что по ним был нанесен, ну, как попытка была нанести удар. Силы ПВО Турции обезвредили баллистику, запущенную из Ирана. Двигалась она в сторону турецкого воздушного пространства. Своевременно атаковали и нейтрализовали подразделения НАТО, которые расположены в Восточном Средиземном море. Это официальное сообщение Министерства Турции. Фрагменты боеприпасов ПВО, которые перехватили ракету, упали в турецкой провинции Хатай. В этом инциденте никто не пострадал. Турция призвала все стороны избегать шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации в регионе. В этом контексте Анкара продолжит консультации с НАТО, ну и другими своими партнерами, чтобы, в общем-то, обезопасить своих. Интересно, что дальше сообщили подробности, что источник в американской армии сообщил, что иранская ракета по Турции была нанесена около 23:40 по восточному времени. Били они по авиабазе НАТО в Инджерлике. Корабль американский, который в Средиземном море, как говорится, гулял, ну, патрулировал, сбил ракету при помощи ракеты СМ-3. То есть вот такие подробности. Летит по американцам везде. Американская база перестала быть, ну, как бы фактором безопасности. Она стала фактором опасности. И ровно так же, как все напропалую в Америке говорят, поддержите Трампа, Трамп молодец, Трамп такой герой. Ну, простите, как бы не очень. Лондон вообще как бы говорит, мы направим свои к Кипру защитить базы. Там же греки подстраховали фрегатами, но тем не менее 5 атак было по Кипру, пишет пресса.
Мы направляем, мы готовы включиться. Правда, возле Кипра вот этот борт, ну или там судно, да, вот это, оно будет через неделю. Что произойдет за эту неделю с той же базой, вообще непонятно, раз иранцы бьют уже и по туркам, которые ровно как и испанцы сказали, не-не-не, мы закрываем воздушное пространство, мы никак не участвуем, отстаньте. Этому же Азербайджан, к примеру, последовал. Ну, понятно, там связи, говорят, кстати, родственные между Алиевым и Эрдоганом. Ну и вообще вот этот, как бы их мост, да, Азербайджан, Турция, их поддержка, Великий Туран, вот эти все вещи. Но, тем не менее, там не решились включаться. Но кто-то явно хочет, чтобы Турция включилась. Не Израиль ли это? И Беннет, которого я вам приводил и говорил о том, что сейчас надо с Ираном разобраться, а тут турки нам угрожали. Мы сейчас на Ливан пойдем, а там с Ливаном закончим. Сирийские территории тоже подтянем. Ну и вообще, как бы, да, сделаем свой великий Израиль, пока США воюет с Ираном и отстреливает драгоценные боеприпасы. По поводу, кстати, вопроса такой звучал сегодня тоже в каком-то прямом эфире, так как, вот все вспоминают Жириновского, да, и мы вспоминали вчера. А что с мигрантами? Куда они попрут? Да куда видят, туда и попрут. Попрут, куда глаза глядят. И в близлежащие страны попрут обязательно. Мигрантов будет много. А вот Лондон, о котором я упоминал, сегодня отличился вот таким эпизодом с мигрантами. Значит, у туриста, он хватается за руку, видите, роликсы увидел вот этот смугленький темнокожий парень. И не отставал от него, люди смотрят ошарашенно, а он бежит за ним, бежит. То есть он раз попытался отобрать, не получилось. Вот так просто публичное место, пожалуйста, остановка, как говорится. То есть, а представьте, еще добавятся мигранты. И куда? Конечно, в Европу. Конечно, в том числе. Европе сегодня еще один сюрприз приготовил Путин. Говорит, слушайте, тут такое дело, у вас там цены скачут, в Германии подорожание на 16%, некоторые, кстати, я сегодня в прямом эфире с Пламенным Пасковым показывал, там ценники говорят, это пропаганда, нет таких, не 2,80 евро, а 2 евро. Ну, потом немножко перевалило на некоторых заправках за 2, а нам в моменте, как бы, да, пока все не спохватились и начали пересылать друг другу, немецкие заправки тоже люто подняли цены. А к вечеру так и подавно. И вот на этом фоне, на фоне подорожания космического, улетающие в космос цены на газ и нефть, тут Путин выходит. Что касается газа, то взлет цен на европейском рынке, это даже напрямую на сегодняшний день не связано с ограничениями в поставках газа на европейский рынок. Но ведь основные поставщики газа, они свои объемы-то не сократили. Ведь сегодня кто основные поставщики? Это Алжир, Соединенные Штаты, Норвегия и Россия отчасти. Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до $700. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, в данном случае на газовых рынках. То есть надули потребителей, надули. Общая ситуация тяжелая, все очень боятся, а что будет дальше, и на всякий случай поднимают цены. Из-за общей ситуации, потому что появились клиенты, которые готовы приобретать тот же газ природный по более высоким ценам, в данном случае из-за событий на Ближнем Востоке, из-за перекрытия Армузского пролива и так далее. А если появляются такие премиальные покупатели, то тогда, если европейского рынка, ну, я думаю, уверен даже, некоторые традиционные на данный момент поставщики, такие, как, скажем, американцы, американские компании, конечно, будут уходить туда, где больше платят. Это естественно. Здесь ничего нет, здесь нет никакой политической подоплеки, только бизнес, и все. Поэтому это, повторяю еще раз, результат ошибочной политики европейских властей, причем в течение многих лет. В этой связи я вот о чем думаю. Все равно они, как сейчас сказали, планируют через месяц
24-го, последний день, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе жиженного. А через год, в 27 году, еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться. И здесь тоже нет, хочу, чтобы было понятно, никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют, или через 2, так мне лучше самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться. Но это не решение, это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы... Нет, это не решение, это сигнал. Это сигнал. Четкий и понятный. Тут, смотрите, ситуация же какая, она же выгодная, да, выгодная, а мы же кто? Мы же поставщик, поставляем. Так а что нам, так вот это тут и так осталось всего ничего. Так мы возьмем и не будем поставлять там, где дороже, там, где лучше, там, где востребованнее, пожалуйста. Поэтому европейцы, just business. И это, конечно, не решение, это просто мысли вслух. Дает пути отхода Европе Путин в этом вопросе. Ну и, наверное, очень хорошо, что есть в Европе для России в этом смысле люди, которым дважды или трижды намекать не надо. Значит, Сиярто, глава МИД Венгрии, прибыл в Москву о том, чтобы договориться о поставках российской нефти и газа по прежней цене, несмотря на то, что война на Ближнем Востоке. Значит, война в Украине, кризис на Ближнем Востоке – это два вооруженных конфликта, которые одновременно вызывают беспокойство, поэтому в этой ситуации я в Москве, чтобы убедиться, что нефть и газ, необходимые для энергоснабжения Венгрии, будут и в дальнейшем доступны во время кризиса по той же цене, по которой поставляют россияне в Венгрию. Ну, и это очень интересный ход на фоне особенно обвинений в сторону Украины о том, что не запускают дружбу. То есть, смотрите как. Это не политика. Это мы за цену приехали договариваться. Понятно, что политика. Понятно, что здесь замешана Украина, вопросы Украины. Понятно, что европейцы, например, на севере Европы разрабатывают не просто так планы, да, о том, что надо эвакуировать гражданское население. Сегодня приходит указ Путина о том, что надо немного повысить количество вооруженных сил. Значит, 2 391 700 единиц и 1,5 миллиона военнослужащих. Ну, вот как-то так, штатное количество. Вот тот указ прошлое о повышении признать, таким недействительным. Это тоже сигнал, что, смотрите, повышаем, рынок берем другой, армию увеличиваем. А немцы смотрятся на этом фоне, мягко говоря, нелепо. Почему? Сегодня пришел вот такой отчет немецкой разведки. Разведка Германии сообщает, что Россия на самом деле скрывает реальные экономические потери от войны в Украине. BND, это немецкая разведка, говорит, что бюджетный дефицит в России в 2025 году был на более чем 30,5 миллиардов евро выше официальных данных. В публикации BND сообщила, что на западные санкции, западные санкции серьезно бьют по российской экономике, со значительным снижением доходов от нефти и газа из-за резкого падения мировых цен. BND дефицит бюджета России оценила в 103 миллиарда евро по сравнению с 72 официальными. Да? Это там более 2,5% ВВП. Консолидированный бюджетный дефицит, включающий там региональные бюджеты, вообще значительно больше. Короче, пора Россию, так сказать, хоронить. Немецкая разведка, конечно, отлично это все публикует, это все здорово, это добавляет многим потужности. Но так а чего вы переживаете, что Россия досрочно заканчивает вам поставлять газ, а ищет лишнюю копейку? Путин в отчаянии. Он ищет новые рынки, чтобы там закрепиться. Поэтому
то, что газа будет у вас меньше и будет он стоить втридорога, уважаемые европейцы, нужно воспринимать как перемогу. Все же можно представить как победу. Смотрите, Путин в панике. Думает, какие рынки освоить, потому что Европа же мощно их закрывает, страдая колоссальным образом на перспективу уже не среднесрочную, там не дальнесрочную, а краткосрочную перспективу. Когда там эти танкеры американские доплывут с сжиженным газом? И по какой цене? Вот в чем главный вопрос. Это же не политика, это же вопрос, сколько стоит. Ну, санкции, кстати, против России добрались уже и до депутатов. Рогозин, правда, стал единственным депутатом, который опубликовал это. Ну, это там ведомости сообщают. Они, правда, ссылаются на 3 депутатов, среди которых там Рогозин, он вообще там должность занимает в Запорожской области, которая части подконтрольной Российской Федерации. Значит, Apple начала блокировать айфоны депутатов Госдумы. Таким образом, блокировка аккаунтов россиян в этой экосистеме добралась до тех, ради кого, собственно, это все и затевалось. То есть, конкретно Apple смотрит, кто под санкциями США, и здравствуйте, добрый вечер. То есть, Apple, до свидания. Тем более, что Apple сейчас вообще могут работать на Пентагон. Об этом серьезно пишут, это да, они такие очень классные, защищенные, что, в общем, можно и считывать информацию, передавать абсолютно безопасно. На кой вам российские депутаты айфоны? Переходите, как там он назывался, напишите в комментариях этот телефон, который, помните, Медведев рекламировал, вылетело из... Йотафон, да, по-моему, Йотафон. Правильно или нет? Черканите, кто помнит. Йотафон был такой, по-моему. Или нет? Или да? Так. Нет, не вижу, да? Йотафон. Ну, Йотафон, я помню, что это такое. Там российский смартфон туда-сюда. Его всячески пытался Йотафон. Да, Йотафон. Да, спасибо большое. Йота, точно. Йотафон. То есть, вот, пожалуйста, теперь вот с Apple на Йотафон противостояние только начинается. И в санкциях, и в корпорациях, и везде. На фоне войны с Ираном, на фоне потужничания, о котором я говорил выше, Соединенных Штатов Америки, все только, как говорится, набирает обороты. А что в Украине, спросите? А в Украине растерянность. Но в любой непонятной ситуации, несмотря на то, что перспективы не то что туманные, катастрофичные и ясны, но можно их немножко оттянуть. Вообще в любой ситуации Зеленскому всегда поможет правильно награждение. І сьогодні такое було. Шановні присутні, шановні наші громадяни України, кожна, хто справді з нашою державою, справді з Україною, справді підтримує наш захист, підтримує щоденно нашу державу, наше... От этого взгляда я вообще просто умиляюсь. Значит, он сообщил, что медиков, волонтеров, культурных деятелей, короче, всех собрал. Я не знаю, не узнал, кто это на вид, но мне кажется, это медик. И она слушает его, исключительно перебирая диагнозы впереди. Ну, вот так это все выглядит. Сейчас поймете, почему. Право, українське право жити і жити вільно. І це дуже важливо. Сьогодні ми відзначаємо наших громадян України і відзначаємо з великою повагою, відзначаємо нашими українськими державними нагородами саме вас, саме тих людей, які справді небайдужі, які максимально активні, від яких залежить, що буде з Україною, з українцями, з нашою незалежністю, з нашою здатністю бути самостійною, сильною державою. Короче, вы поняли. Награждает всех тех, кто не равнодушен, кто вот за Украину, кто там самостоятельное сильное государство. Но это же Вильна, типа свободная страна. Свободная страна Украина. Свободная, конечно, чего? И вот он их всех награждает, этих людей. Там и там и мать погибшего солдата, да, там, и вдовы, и волонтеры, в общем, и культурные представители. Україна Все має довгу здесь. історію захисту своєї ідентичності, свого права бути народом, який сам визначає для себе, як жити і з ким в житті бути. Були часи, коли Україна не витримала в цій боротьбі та, на жаль, втрачала свободу. І є час зараз, коли Україна досягла найбільшої ваги.
О, Украина достигла самого большого веса. Представляете? Вот сейчас Украина самый большой вес имеет в мире. Вот до этого были, конечно, ситуации когда, а сейчас мы очень весомая страна. Вообще Зеленский сказал, что, ой, переговоры, конечно, откладываются по, окончанию войны, потому что иранская ж война, но мы готовы отправить все уже, как 2 дня мусолил, на 3-й родил, говорит, отправляем этих товарищей, ПВОшников, отправляем. Сейчас, наверное, вообще как бы с ПВО все хорошо будет в Украине. Ну, а чего? Отправляем ПВОшників. Найбільших можливостей, ніж будь-коли мало. Україну зараз запитують, чи хочемо ми допомогти захисту інших. Спрашивают, а мы хотим помочь защите других? Ну, конечно, себя же защитили, можем помочь. Безумовно, наш захист України, українців – це пріоритет. Але дуже важливо, що нас запитують, це говорить про наш рівень. На Україну зараз завжди звертають увагу. Без України не можуть вирішуватись питання, які для України мають фундаментальне значення. І ми не допускаємо, щоб Україну обходили. Це вже є, і це факт. Але це не означає, що ми вже виконали свою роботу і що українці можуть просто гордитися тим, що вдалося вже досягти. Росія ще не змирилась з нашим існуванням. И захист Украины это поважно. Россия не смирилась с тем, что Украина существует. Конечно, как тут смириться? Такая же весомая страна в мире. А награждение же продолжается. Всех награждает. До України потребують щоденної нашої сили, щоденної нашої активності, щоденної сміливості всіх українців. Кожна справа важлива, кожна допомога. Ой, смотрите, там что-то анекдоты, наверное, рассказал какой-то. Смотри, как-то, их-то, вот это вот, а он такой, да нет, подожди, не при всех же, вы что? Дуже важлива, кожна людина важлива. А кто это? А всім нам разом Да нет же, каждый человек важен. И на этих словах показывают награждение Стерненко! Стерненко! И засунули же туда, вот под самый конец, когда уже все так приснули от таких сладостных речей, какие у Украины, скажем так, классные перспективы. Да, это он, советник Федорова, Стерненко, представляете? А смотрите, как он на него смотрит. Смотрите, как потужно жмет руку, крепко, какой взгляд орлиный, соколиный. Стерненко! Это тот самый, который чуть ли не в первый день своего назначения советником министра обороны написал у себя в соцсетях: ну, что там, какие будут предложения? Мол, я советник, хочу у вас спросить в соцсети, предложите мне что-то путнее. И все так как-то, подожди, так ты советник или мы? Те, которые имеют какой-то, не знаю, странное, но совпадение судеб, что подписано на тебя. важлива Україна. Україна, Да, смотрите, да, говорит, кивает, класс, вот тебе медаль, грамота. яку ніхто, окрім нас, українців, за нас ніхто не побудує і точно не захистить. Саме тому це в інтересах всього нашого народу, усіх українців, всієї нашої держави, що ви Конечно, всі наші ведущие, люди, деятели культуры, все наши люди. Вот это вот его люди. А что награждение? А чему, собственно, посвящено? Ну вот так. Ну вот нужно наградить кого-то. Ну, ситуация так складывается, что, слушайте, столько людей достойных, надо взять и наградить. Стерненко он заслужил. На одну награду заслужил, потом на следующую награду. Пожалуйста. Это ж он только начинает. Это ж, наверное, за прошлые заслуги его заметили, отметили, как он деньги собирал на русорезы и всю остальную историю, да? Или нет? Может, это наградили за то, что он там приторговывал чем-то нехорошим в Одессе, да, там рэкетом занимался? Или, может, наградили потому, что он... Это, знаете, это награда за прозрение. Он же там обкладывал Зеленского, а сейчас, смотрите, советник при Федорове. Класс! И засунули что-то. А вдруг кто не увидит? Увидели. Награжден Стерненко сегодня. Успел как много. Много успел, так сказать. Ну, пока награждает Зеленский, глава его офиса, отпраздновал с иудеями Пурим. Да,
взял и отпраздновал. А чё, хороший праздник. Без Буданова никак. На Пуриме. Чего уж тут. Значит, Кирилл Буданов вместе со своим заместителем, оставшийся еще от Ермака, Ириной Мудрой, посетили иудейскую общину Киева. Значит, выступил Буданов, сообщают, да, выступил. А все мероприятие началось с чтения свитком Эстер, после чего застолье было, то есть еще там покушали. Пуримские наборы передали военным на передовую. Значит, до этого вчера Зеленский кушал, и Буданов вместе с ним, с мусульманами. Вот смотрите, как вчера с мусульманами, сегодня с иудеями покушали. Ну, у них там ифтар, у них пост, они после захода солнца должны принимать воду и пищу. Ну, те, кто постится по мусульманским, по исламу, да? Ну, то есть, нормально. Война, контекст, защищаем мусульман, кушаем с иудеями, все хорошо. Единение наступило. Но и многие, если честно, в соцсетях не поняли, а что это он там делает. Ну, правда, что ему там делать? После, на фоне особенно этих событий. Нет, понятно, надо ходить там, и там, и там, и там, всех уважить. Но Буданову прям нравится это, слушайте, свечи поджигать, там вот эти хануки, ну и так далее. Буданов свой человек. Ну, тем более там же какая легендарный Моссад какой, да? А он же там же перенимает опыт, тоже вроде как в этой теме. Ну, сейчас-то он не при делах, сейчас-то он без разведки. Он сейчас в политику собрался. А в политике тоже без них никуда. Посмотрите, вон, что происходит с Америкой. Без товарищей иудеев никак. Сионисты, ну да, ругательное слово, но тем не менее, они правят бал. Вон, целый Иран разворошили. Трампа втянули. Представляете? Ну, а вось Буданову чего хорошее предложат. Почему бы и нет? Вообще, конечно, много там таких мемов вылазит по этому поводу, по другому. Ну, вот этот, например, мем по поводу ситуации вообще с Дубаем, да, прислала мне подписчица. Вот так вот. Дамбила Бубай. Это вот творчество, так сказать. Многие смеются. Я у себя в телеграм-канале выкладывал, как общается полицейский с... Внимание, их собрали в одном месте. Эскортниц и гастарбайтеров, ну, рабочих на стройке. Собрали и сказали, значит так, если, а там правда, там если там что-то не то снимаешь, могут посадить в тюрьму, реальный срок дать. Будете снимать прилеты или какие-то там события, вот эти все. Но. Ну, и все как бы ничего не снимают из Дубая. Снимают себя. И снимают в Дубае. Это потрясающе. Дошло до того, что в Дубае спрос вырос на вот этих подруг. Никогда так сразу не писали много мужиков. В этот период низкий сезон. А тут как ломанулись. Как ломанулись к ним, представляете? То есть все же думают, что беда, обстрелы, что-то происходит. Не, ей надо нормально строить бизнес. У них все хорошо. Как началась эта история с пожарами, сиренами, бомбежками. Короче, как ночь, так сразу начинается. Один говорит, что пробирался через сирены и всякие блокпосты из гостиницы. То есть они еще куда-то пробираются к ним. Через сирены, блокпосты. Слушайте, прям какой-то город Киев. Вот прям какой-то город Киев. Ей-богу. Его это, прикиньте, возбуждало, как в сериале. Второй требовал секса прямо на балконе с видом на пожар какой-то. Или дым. Непонятно, что там в итоге горело. Прямо сейчас пока вот записываю. Представляете, она вот записывает, а ей прям наяривают, говорит, давай, там... Она, наверное, как это правильно называется, мамка называется, да, говорит, давай, а то ж как бы стресс у нас тут летит, Иран бомбит. Видео мне пишут несколько клиентов, которые ждут сейчас вылета, но их рейс перенесли. Время скоротать, рейсы ж переносят, то есть много всего, понимаете? Поэтому они ждут, да, садить свои деньги. В общем, работы много, полный просто ажиотаж. Работы много, полный ажиотаж. Дальше она там рассказывает про цены, говорит, я там вот это вот так, а вот это, а так вот дороже. То есть, смотрите, все хорошо у людей. Все нормально, смотрю, бомбят, ничего страшного. Все в Дубай.
А туры подешевели, там же как бы скидки, да, неопределенная ситуация. Мы начинаем хватать вот эту тему, да все хорошо, да все нормально, потужненько, даже у них. Но отдельный разрыв в этом смысле сегодня лично на меня произвели иранцы, ну, не те, которые воюют, а те, которые сидят и ждут, как все будет хорошо. Это те, которые вот, ну, за границей, да, как бы шахер-махер ждут, когда закончится, и к власти придут. Ну, во-первых, вот, пожалуйста, они уже дошли до того, что они вообще мочат какую-то несусветную ересь в соцсетях. Значит, это непосредственно страница в соцсети, ну, вот этой республики. Это сейчас же исламская республика, а это вот типа светская. И вот они шутят. Значит, Кир Великий освободил евреев из вавилонского плена. А принц Реза Пехлеви войдет в историю как освободитель ЛГБТ в Иране от законов шариата. Смотрите, как классно. Реза Пехлеви, освободитель. Ну, это ж прям тема. Слушайте, это ж прям тема. Реза Пехлеви, освободитель. Происходит несусветное все. Но он сегодня попал на крючок. И так интересно попал. Вован и Лексус. У него сегодня, скажем так, опубликовали недавно записанный с ним пранк. Это умора просто. Это просто нечто. Этот пранк – это что-то с чем-то. Значит, наследник Шаха, значит, решил, так сказать, пообщаться. Ну, как бы продвигать же идеи свободного Ирана, чтоб не шариат, а ЛГБТ. Значит, Реза Пехлеви, пожалуйста. Здравствуйте, это ассистент. Адольф скоро будет на связи. Отлично, Реза Пахлави тоже скоро будет. Я просто То есть, по легенде, значит, это помощник Резы. Ну, тот, который шариат прогонит, а ЛГБТ приведет. Это помощник его, и они договариваются с другим помощником. А этот другой, по легенде, другой помощник, вот Вован и Лексус, тот советник канцлера немецкого, Мерца. И зовут его Адольф. хотел убедиться, что линия свободна. Я сейчас пройду в комнату, где он. Он как раз заканчивает очередное совещание. Представляете как? Вы думаете, там принц, он там не пойми чем занимается? А он заканчивает совещание. Он занятой человек. О, освободился. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, уважаемый принц Пахлави. Мы ждем Адольфа. Ждем Адольфа. Ну, это же советник, по легенде, советник Мерца. А они должны были с этим советником Мерца, что он и пошел на контакт. Его заманили тем, что надо как бы вот встретиться, хочет Мерц, да, канцлер, с этим Резой. А он в Мюнхене как раз, этот Реза, сидит. Нет проблем, мы подождем, хорошо. Как вам Мюнхен? Холодно и дождливо, так что не могу сказать, что это было лучшее время. Холодно, дождливо, ха-ха-ха. Смотрите, какой. Вот это вот будущее Ирана общается. Будущий, так сказать, правитель Ирана, Шах, наследный принц Шаха. Да. Адольф пришел. В Адольфа надо вглядеться особенно, потому что его, ну, это вымышленный советник Мерца, но это прям нечто придумали. Это мой, кажется, 4-й визит в Мюнхен за последний год. О, Адольф здесь, хорошо. Адольф здесь. Тот не понял, что происходит. Подождите, как бы Адольф, да. Приятно познакомиться, приятно видеть вас. Хорошо, добрый день. Мне нужно сказать вам, что мой отец знал вашего отца. О, правда? Дедушка Адольф. Дедушка Адольфа. Мой отец знал вашего отца, Адольф. Мой дед знал вашего отца. Он служил в Иране в каком-то качестве? Он служил в немецкой армии и был агентом в Тегеране в 40-е годы.
Это очень интересно, хорошо знать. Хорошо, давайте начнем. Я рад приветствовать вас сегодня. И наш друг, президент Вебер, рассказал нам о замечательной беседе с вами. Поэтому мы хотели бы обсудить некоторые детали нашего партнерства, а также вашу личную встречу с канцлером. Это вообще интересно. Значит, с канцлером будет личная встреча и наше партнерство. То есть Адольф, который помогает Мерцу, да, по советникову, да, все. И вот сейчас он же, что, встреча же ему нужна, встреча с Мерцем. Думаю, в воскресенье, если это вас устроит. Конечно. Я был бы очень признателен за эту возможность. Мы очень благодарны за жесткую позицию, которую занял канцлер Мерц. Я думаю, это действительно то, на что мы надеялись все эти годы, что европейские государства займут гораздо более жесткую позицию. И я рад, что ваша страна занимает лидирующую позицию в этом вопросе, особенно когда речь идет о легитимности режима, которая всегда была проблемой. Сегодня у меня была беседа с канцлером Мерцем, и мы обсудили, что поговорим с вами и обозначим его позицию. Он открыт для нашего участия. Поэтому я должен заверить вас, что немецкая армия готова начать военные действия в Иране прямо сейчас. Вот так вот. Смотрите, вымышленный советник Мерца говорит, немецкая армия готова начать воевать. Смотрим на Пехлеви. У нас есть ракеты «Таурус», поэтому наша разведка готова начать бомбардировку Тегерана. Пауза. Хорошо, чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы. Это, безусловно, приветствуемый элемент для нас. Больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу. Крестовый поход. Израиль и США сейчас учинили крестовый поход. А что это интересно у принца, ну, как бы так вот, имея возможность спросить, а что Трамп зовет арабов из Персидского залива, из стран монархий? Тоже, наверное, под крестовый поход. И я рад, что Германия занимает такую жесткую позицию, надеюсь, другие последуют ее примеру. Я поговорил с канцлером Мерцем. Он готов начать военную операцию прямо сейчас. Прямо сейчас. Они, крутят его. Вован и Лексус его крутят. Прямо сейчас готов начать. Что вы думаете, если мы начнем военную операцию? Готовы ли вы тогда приехать в Тегеран и возглавить новое правительство? Да, по крайней мере, мы говорили с американцами и израильтянами о том, что касается КСИР или любых других структур, входящих в состав, как говорят французы, силовые органы, включая Министерство разведки и так далее, их необходимо нейтрализовать. О, смотрите. Это же он как? Это он делится же, он же тоже цену себе набивает, он же тоже важный человек, с ним же, это ж, предварительный разговор перед разговором с самим-то. Мы, говорит, мы готовы отправлять солдат, бомбить, вот это все. И он же тоже, мы с американцами и израильтянами. Короче, Пехлеви утверждает, что он договорился с Америкой и с США, договорился о том, что нейтрализуют КСИР разведку всех силовиков, а потом он придет и будет править. Чтобы у людей появился шанс вернуться на улицы и в конечном итоге захватить власть. Тем временем мы работаем над привлечением все большего числа перебежчиков на нашу сторону, и многие из них происходят из военных военизированных группировок, а также из гражданской бюрократии, в том смысле, что как только режим окончательно рухнет, мы готовы вмешаться и заполнить образовавшийся вакуум. Для этого у меня есть... Что вы думаете о нынешней позиции Израиля? Очевидно, Израиль определенно поддерживает эту позицию, понимая, что для него существует экзистенциальная угроза, пока этот режим продолжает существовать. На самом деле, я не знаю, помните ли вы мою поездку в Израиль 2 года назад, где я напрямую общался с израильскими официальными лицами, включая премьер-министра Нетаньяху и президента Герцога. У нас с ними очень хороший диалог, и я думаю, что это очень привлекательно с точки зрения того, как это воспринимается иранским народом. На каждой демонстрации за последние пару лет часто можно увидеть израильский флаг рядом с иранским национальным флагом. Вот так вот. Израильский флаг вместе. Это он рассказывает Адольфу. Вот хохма этой ситуации, что он это Адольфу рассказывает, понимаете? Хорошо. Надеюсь, мы сможем организовать встречу с канцлером. И, конечно, очень важно, чтобы он вас знал, чтобы мы встретились лично. Это гораздо лучше, чем просто обсуждать вот так. Что вы думаете о людях, которые подвергались бомбардировкам со стороны Израиля?
Вот, смотрите, то есть идет, ну, у них задача была, видимо, по Израилю крутить, хотя он там перебил не в тему, там же интересно, о чем с ним договаривались. Тут же надо как бы выложить, а он же как бы выкладывает, он же думает, что он с уважаемыми людьми встречается. Но, видимо, там где-то поплыли, где-то что-то слушает, и тут пришли помощники. Помощники его пришли выдергивать. Держат ли они эту политику? Мне очень жаль. Принцу только что позвонили. Нам нужно всего около 3 минут, чтобы ответить на звонок. Сейчас же поставлю на паузу и вернусь, если это возможно. Позвонили принцу. Ой. Он не выйдет, мне кажется, все как бы. Просто там посмотрели. Да, они уже поняли, что кто с ними общается, или поняли, что это какой-то розыгрыш. Но вот тоже в каждой шутке есть доля шутки, правда? И многое понятно о том, кто придет в Иране. Вот кто следующий? Смотрите, шах. Как при шахе было хорошо, какие хорошие ребята, какие честные. Израильский, иранский флаги рядом. Ах, Адольфу как чешет. Вообще много фейков, много всего в последнее время развелось. Вот, например, вот видео сняли. И серьезно все опубликовали, что это вот герань била по Дубаю. Ну, там, где работы много у как бы девушек. И вот прям действительно обломки с российской маркировкой нашли, сегодня сообщили, нашли. Значит, Герань-2, пишет об этом РБК Украина. Фрагменты обнаружены после атаки Ирана вблизи порта Джебель-Али. Кадры в соцсетях публикуют российские туристы. Они пересиживают в Эмиратах. Полномасштабное вторжение России в Украину. Понятен слог, понятен. Но потом выяснилось вдруг, да, что это не совсем правда. Не совсем. А может, вообще неправда. Потому что, вот, например, предыдущее сообщение, ровно вчерашнее, вот мы посмотрим, как насчет этой Герани-2, правда или неправда, потому что вот позавчера нам говорили о том, что, например, комета М есть, да, в этих дронах, а выяснили, что это не комета М, это просто, в общем-то, это другая антенна. Значит, в Шахед-136 снято это все на Кипре. Оказалось, это просто монтаж. Вовремя сориентировались, бросили в сеть фрагмент видео, которое в 2024 году в Украине сняли. Не забыли наложить греческую речь. И снимок, вот этот вот Теоглаз с повреждениями, да, вот в сентябре 2024 года помог вот разоблачить. Поэтому посмотрим, сняли там Герань-2, не сняли в Арабских Эмиратах. И этих фейков очень и очень много. Но если там, например, есть конкретный запрос, а это видно, что есть конкретный запрос, что российское оружие бьет по Дубаю. Это же конкретно есть. Или, например, там атакуют Кипр, атакуют еще что-то. То, простите, пожалуйста, абсолютно непонятен израильский фейк, который тоже сегодня нашли. Вот смотрите, как мощно разбили самолеты. Крупно так показываю, потому что это самолеты просто нарисованы на бумажке. Элементарная нейросеть. Фейки на фейках. Везде. Повсюду. И вообще приятно, когда разоблачают кого-то, хватают вот эти фейки. Вот сегодня в Киеве, смотрите, как после разоблачения колл-центра бежали студенты. Бегут! Кричат! Гляньте, уматывают! Демоны, блядь! Що? Демоны! О, дивіться, яка кількість. Тікає, студентка. Студенчество убегает. Накрыли очередной колл-центр, идет передел этого рынка. Вполне возможно, после тех событий, которые мы обсуждали с вами вчера, в Днепре, да, там с Днепровскими, это все как бы земли, кого окучивать, кому названивать, у кого выдуривать деньги под предлогом. А параллельно по Украине бьют. И делают это опять по железнодорожной инфраструктуре. Ударили по логистике,
конкретно в Одессе сегодня, а также был прилет по поезду в Николаеве. Конкретно в вагон попали. Вот, пожалуйста, так сказать. Причем не только там, были также удары по подстанциям в Харьковской области, да, Люботин тоже. Как бы, в общем, идет инфраструктурная война полным ходом. Обстрелы идут. И рассказывают всем, что будут водоснабжение гасить в Украине. И, соответственно, будет еще хуже, чем было. Безусловно. Также сегодня сообщили о том, что в Ростовской области был friendly fire по ПВО. Ну, ПВО имеется в виду, ударило по вертолету непосредственно. Это все сняли ночью, показали. В общем, конкретно распространили. Вот такой взрыв. Да, вертолет взорвался, там просят бежать, сюда летит, нет, не сюда летит, ругаются, понятное дело, жуткая картина. Случилось это в Ростовской области. То есть не только в Кувейте сошел с ума один из кувейтских представителей, ну, тот, который на базе был, а и, ну, многие, конечно, сетуют, в комментариях пишут, 5-й год войны, а все равно friendly fire, ПВО стреляет. Ладно, там кувейтец был, как бы, он думал, что летят на него иранские самолеты, а эти оказались F-15. То есть все продолжается в том же духе. ПВО, удары, налеты, ничего не останавливается. Вообще ничего не останавливается. И коллега сегодня награжденного, например, Стерненко, тоже не останавливается в своей потужности. Вообще сегодня предложил Притула, ну, разошлось видео, как он говорит, надо как-то по-людски с людьми. Надо же разбираться с мобилизацией. По-человечески надо. Надо вот дать возможность завещания написать. Бусифікатором. Війна ж, видите, як продовжується. 40-річні чоловіки, вони зазвичай мають сім'ї, діти, а хтось має якийсь бізнес. Дати трошки часу, владнати справи, передати справи, перепрошую, написати заповіт, нотаріально його завірити, для того, щоб в разі, якщо ти загинеш, твоя жінка не бігала по якихось інстанціях, щоб її там не футболили. Це ознака поваги до людини, яку держава просить піти її захищати. Признак уважения – дать, написать завещание. Поэтому крики должны быть «не помогите», «не люди спасайте», когда тебя бусифицируют. А вот послушав Притулу, дай завещание напишу. Он нотариус через дорогу. И они говорят, это принцип уважения. Не в том плане, что ты выживешь, мы защитим тебя, ты научишься, рядом с тобой будут такие же обученные бойцы, все мотивированные. Это братство, это все. Не, завещание пиши. Они уже открыто говорят, прямо говорят. А эти товарищи, те, которые тебя бусифицируют, вот те самые, они бабки заколачивают. У них завещание явно будет помассивнее, чем вот этого мужика, которого они пихают. Сегодня ГБР, значит, сообщила, что в одном из ТЦК киевских, ну, взяли и накрыли товарищей, которые обелечивали ухилянтов, а деньги передавали через курьера. Ребенка. Да, смотри, без присутствия человека снимут, короче, 2-3 дня. Там возьми 3 дня, короче. Без присутствия человека, а что для этого нужно? Без присутствия человека. Вот этот вот резерв, как он называется? ПДФ-резерв, ПДФ-формат, резервы и деньги. Это по Киеву, да, будет или область? Это или Киев, или область. Может, там часть Киева, часть область. Я понял. Ну точно, чтобы не было так... Не, чтобы не было... Я сейчас просто озвучу своим, понял, если что-то... Ну, смотри, я только что опять переведу там человека очень серьезный, понял? То есть там уровень очень серьезный, который в день могут делать по 5-7 человек, то есть запускать. 2500, получается, стоит ПДФ-формат, 2500 за человека. Подали 2-3 дня, человека снимут сразу. Я понял. Тебе, расширили вот это с резерва ситуацию, правильно, и монетку. Да, вот это
ситуацию скидываешь, даешь деньги, я встречаю человека, передаю, ждем 3 дня, человек снимается, может через 2 дня. С 2500 я тебе скажу, как есть, там, блядь, $300 я только заработаю. Ну, вот так вот. С 2500 это 300 заработает. Это снимают. Деньги там через детей передают. Нормальную схему оборудовали. То есть это все не ПСО вражеское. Это украинский ГБР. Накрыл, там, записали звонки, кто-то, видимо, не поделился или продешевил, что тоже может быть. Или, вот правда, продешевил. Поэтому дело такое. Ну, правда, а что такое эти там 2500? Сущие копейки. Ну, вот сейчас дорожает все, тем более инфляция, курс гривни к доллару. У людей в Одессе спросили, а готовы ли вы пойти работать в ТЦК? Ни один уважающий себя человек не пойдет туда работать. А ви б пішли працювати в ТЦК? За скільки грошей? Более 70% вообще не знают, что такое порох в ТЦК. Нам запрещают на эту тему разговаривать. Хто? То есть у работников спросили, говорит, я бы пошел. Говорят, нам запрещают на эти темы разговаривать. Что это такое? Что? А це моя думська. Бачите, ось. Я понял. Нет, конечно. Сейчас начинают уже определенное сопротивление им оказывать. Я уверен, что это только цветочки. Хто запрещає? Ви Не за піддячені? скільки. Не за скільки, правда? Конечно. Неправда, а точно. Точно, ни за сколько. Но ситуация-то у всех своеобразная, и нужно хватать эту возможность, и они хватают. Хватают, тем более, что, опять-таки, вот в Львове сегодня сняли цены утром на бензин, а к вечеру это уже 80 за 80 гривен. Причем целый день успокаивали всех, целый день. Говорят, ну, елки-палки. Ну нет, это все сговор, там антимонопольный комитет, это все неправда, то есть еще не дошли эти цены, еще не... Уже подняли на всякий случай. Деньги ж надо брать как-то, чтобы жить. А машины ремонтировать? Вот, пожалуйста, Киев-Харьков, трасса, хорошая трасса возле города Лубны. Вот так вот замечательно все выглядит. Полоса. Половинка вот от полосы осталась. Половиночка, представляете? Сняли и показали. Одесскую трассу до этого показывали. Ходовую ремонтировать. Деньги ж нужны как-то. Пойдешь и в ТЦК работать. Более того, тут сообщили, есть такая организация «Родители СОС», что школьников будут официально за прогулы родителей штрафовать. Ну, то есть не пришел в школу, где-то там прогулял урок, все, штраф деньгами. А батьки, якщо немає належної причини поважної, вони мають зараз як нести штраф? Якісь грошові Ну, насправді покарання? це буде штраф за невиконання батьківських обов'язків, і це буде там, я не пам'ятаю, що зараз змінився новий розрахунок, я думаю, що там десь гривень 250 в кращому випадку. Це теж неадекватна, ненормальна ситуація, тому що ну, для когось 250 гривень, він їх і не заплатить, і нічого йому за це не буде. А хтось, ну, заплатить і забуде, і буде поводитись так, як і далі. Тобто ось ці речі нам ще доведеться унормовувати. І за пропуски школи без поважних причин, коли в нас буде перелік цих поважних причин, буде відповідальність і будуть штрафи. Так, як держава, будь-яка інша держава дивиться за тим, щоб дитина була охоплена навчанням. То есть они ничему не учатся. Они не хотят как бы воспитания, все остальное. Нет. Штраф деньгами. Вообще куда ни тыкни деньги. Куда ни тыкни деньги. Одна Ницой работает за идею. Ах ты ж бисова кровь. Матюкается Ницой на искусственный интеллект. Значит, она угрожает искусственному интеллекту от Google, ну, этот Gemini, который, уничтожением из-за того, что тот ей ответил на русском. Сказала, что если он будет так поступать и дальше, то наши хакеры его взломают во всем мире, и он перестанет существовать. Спросила, хочет ли он продолжать играть со мной в языковые вопросы. И сразу ответил на украинском. Перемога! Слушайте, так ведь мало в жизни побед. Но хоть у Ницой перемога. Поругалась с искусственным интеллектом. И тут есть сразу раз и на украинском. Я вот понял, нужно вот этих всех умалишенных вот туда отправлять, к искусственному интеллекту. Пускай машину задалбают они своих соотечественников.
Это же просто какой-то цирк устроили. Цирк на беспробудном горе. Катастрофическая ситуация. К Славянску идет война. И сегодня показали сюжет, что оттуда уже евакуируют тролейбуси із Слов'янська. 3 березня – один з останніх днів, коли в Слов'янську їздять тролейбуси. Контактну мережу у місті сьогодні починають демонтувати. На чому нам їздити? Ми пенсіонери. Там дорого дуже для нас. Маршрут. Конечно, мы 4 тысячи получаем пенсию. Я тоже инвалид. Мне, конечно, лучше, так, чтобы подешевле, а то 4 пенсии получаю тысячи. Вот все спрашивают, а что они, вот это ж, наверное, журналисты какие-то показывают, пожилых женщин, да, вот бабушек показывают. А ты там других поди поищи. Других там поди поищи в Славянске, в которой идет война, приближается, стремительно приближается. И с юга, со стороны Краматорска, и с Лимана, и оттуда там. Ну, то есть, а они уже понимают, что надо срезать провода, троллейбусы эвакуировать, а эти пусть сидят. Тоже она мне не подходит. Маршрутка постоянно, каждый день надо ездить туда. Если они добавят маршрутки, так, наверное, маршрутки должны быть бесплатные. Для пенсионеров, для инвалидов. Ага, сейчас добавят маршрутки бесплатные. Но тут же проблема в том, что не просто потому, что война, а потому что света-то нет. Дефицит, как они будут ходить? Ну как ходить? Не рассчитано. Говорят, там промышленность, промышленность возродится. Все возродится. Троллейбусы не могут запитать. А что он добавить? Все равно надо платить. Проїзд у тролейбусі коштує 12 гривень, в маршрутці 20. Пенсия очень низкая. Надо по лекарству приехать или так что-нибудь. Желательно дешевый транспорт. Усе це роблять заради безпеки, каже начальник депо Слов'янського тролейбусного управління Андрій Фільчак. Планується демонтаж контактної мережі тролейбусної лінії в зв'язку з тим, що всі міські дороги будуть облаштовуватися антидроновими сітками. О, как! Для безопасности все. За безопасность что надо платить? То есть, смотрите, война идет, антидрон, все дороги в городе будут в антидроновых сетках. Они готовят фортецию. Они фортецию готовят. Сейчас там еще некоторое время и приблизится настолько, что дроны будут летать как у себя дома. Они уже в Краматорске, как у себя дома, в Славянске, то есть уже залетают. Ну, а так будет массово, поэтому все дороги надо... Это что, для людей, ну, бабушки, чтобы этой ее жизни ничего не угрожало? Нет, это для военных. Они фортецию готовят. Ця контактна мережа буде демонтована і потім евакуйована в безпечне місце. Смотрите, как подбирает слова на украинском. Ну, а что делать? На всю страну показали. Славянск без троллейбуса остался. Без троллейбусов, но с антидроновыми сетками. Також разом з тролейбусами. Тролейбусів порядка 10 одиниць буде евакуйовано. Як повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, по місту курсуватимуть автобуси. Для пільговиків планують запустити безоплатні рейси. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Ну, вот так. Вот вам и Донбасс. Маршрутки запустят. А троллейбусы не нужны. И вы же смотрите, как они выставили. Они троллейбусы там где-то будут, там, где есть свет, есть возможность. А тут что? Тут маршрутки под антидроновыми сетками. Нормально повоевали. Мне кажется, что это все на фоне вот этой потужности. Не сдадим Донбасс. Так троллейбусы что увозишь? Не может ни троллейбусы защитить, ни этих пенсионерок, для которых важно ездить на троллейбусе. Удобнее, дешевле, проще, по льготе. Не переживайте, мы запустим вам маршрутки, будут бесплатно вас катать. На маршрутке поездишь. Троллейбус, ну его. Вот что происходит, когда приближается война. Она уже очень близко к Славянску. И дороги в антидроновых сетках понятно зачем. Вообще вся эта война, кажется, очень похожа на вот этот эпизод, который случился в Караганде с крановщиком. Ух, ёпта. Все, вот и ушел кран.
Это... Так наш рабочий день еще никогда в жизни не заканчивался. Столько лет работаем, и это первый раз. Вот такая тема. В общем, если кто эфир видел, как он попытался опрокинуться. Вот мы чуть не опрокидываемся с этой войной, которую никто не хочет заканчивать. Ввиду этого подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Так кто первый взводит? 9% считают, что Иран, 11% Израиль, 33% Украина, и Европа взводит 47% первое. Интересное мнение, я, наверное, с ним соглашусь. Спасибо всем большое за то, что проголосовали, и за то, что... Ну, и вот смеются в чате. Где? Караганде. Да, именно там. Да, вот возвращаю вам велосипед Украина. Так точно. В принципе, это и выглядит. Караганда, Казахстан. Спасибо большое. Так, значит, тут кто-то, так сказать, спамит немножко. Ну, дело такое. Мешает просто общению. Да? Славянск, Краматорск укрепляли годами, поэтому их армия РФ будет превращать в щебень всем, чем могут. Ну, антидроновые сетки — это как последний финальный этап. Да, стариков истребляют. Полностью с вами согласен, Саша. Спасибо большое. Да, $200 пенсия, 4000 гривен, 4 с копейками. Действительно. Так, спасибо. Пытания будут? Ну, давайте, задавайте вопросы в чате. Вообще, как бы, короткие стримы, да, вот эти по будням в качестве эксперимента. А что, если каждый день? Не скучно вам будет? Интересно ли будет? Грустно очень. Мне тоже грустно. Саша, передай привет США 58. Я так понимаю, средней школе. Средней школе 58 привет. Спасибо большое. Александр, над Турцией перехватили баллистическую ракету хуситами, мирно летящую по базе агрессоров США, расположенной в Польше, по аэродрому Жешув. Ха-ха-ха. Значит, ну, так они будут бить, понимаете? Они будут бить Персидский залив. Видите, как у них там все хорошо с этими жрицами любви. Поэтому они там... У них экстрим. Они еще больше хотят жить в роскоши и довольствоваться прелестями по заветам Эпштейна. Поэтому, да, то есть надо, чтобы Турцию зацепило, били по другим базам, и чтобы все дружно надавили и подошли к Трампу, потому что, давайте так, они же как говорят, мы защитили американцев, защитили любимую Америку, это цитата, по-моему, Рубио. Так получается, Америка любимая, а Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, Оман, вот эти все остальные как бы нелюбимые. То есть они сейчас получают на голову себе ракеты, дроны и вот эти все обломки ПВО и все остальное вместо Америки. Поэтому они, ну, первые заинтересованы, чтобы это все закончилось. Логика такая. Ну, у Трампа своя логика. Об этом говорили в начале. Так, большое спасибо, рад был видеть. Спасибо большое. По Жириновскому Турция будет в войне. Я думаю, отпетляют объективно. Может, в Сирии, да? Вот в Сирии там... Смотрите, война на полигоне будет. На полигоне. Сирия — полигон. Они специально вот это вот и поставили, товарища, чтобы там повоевать. Вот будет там. То, что сейчас удары вот эти наносит Иран, да, ну, это заманивают они все равно в эту сухопутную операцию, где у этой коалиции нет шансов. Есть, конечно, говорят, вот они готовят там еще что-то. Ну, так а что они готовят? Дискомбамбулятор, тот, который всех поразил, все оцепенели и Мадуро украли. Так, отличный день. Пойду будить в садик и школу. Привет с Дальнего Востока. Хорошего вам дня. Господин Шелест, если бы у вас была ракета, вы бы в кого стрельнули? У вас много личных врагов. Смотрите, многие, я знаю, есть некоторые люди, считают, что я там кому-то враг. У меня нет врагов личных. Нет. Есть техники и духовные практики прощения. Извините, я не хочу обидеть там, православие там, и все остальное, но это поэтому я так выразился, чтобы большему кругу людей понятно было. Смотрите,
как бы, это в исламе джихад, кровники и вся остальная история. То есть надо прощать, надо уметь прощать, надо идти все-таки со светом, делиться светом, не томить внутри себя обиды и вот эту месть. И надо, вот Бог есть любовь, и это надо помнить. Надо делать выводы, умозаключения и не плодить себе этих врагов. Вот так стараемся жить. Понятное дело, что там кто-то скажет кто-то на кого-то укажет, но надо отпускать. Пускай это будет проблема вот этих людей, которые там считают, что там кто-то враг. У меня нет врагов. Нет. И я считаю, что это как-то правильно и по-христиански, понимаете? А ракету бы я запустил в воздух, чтобы она взорвалась и озарила полстраны, чтобы самую большую ракету, как фейерверком, чтобы был вот этот день окончания вот этой дурной войны, понимаете? Ну, на моей земле в Украине. То есть вот чтобы все закончилось. Ура! Нет вот этих зеленых гнид, вот этих присосавшихся вот этого всего, этой вражды. И надо спокойно, помогая друг другу, работать над тем, чтобы восстанавливать уже что было не восстановишь. Ну, новое хотя бы что-то, какую-то жизнь продолжать. И вот эту ракету я запустил бы в воздух, и пускай весь мир видит. Помните же вот эти салюты в Китае, в Сиднее, вот эти новогодние классные? Вот надо такую одну ракету, чтобы туда все эти фейерверки, снаряды. И вот так будем праздновать, я уверен. Все нормальные люди, все будут праздновать окончание этой войны. Все будут радоваться этому. Даже если опять нарративы, пропаганда, центральные сигналы из Банковой, может, из Кремля, может, еще откуда-то, из Вашингтона, из Брюсселя будут говорить: нет, нельзя, это плохо, и все будут сусолить, рассусоливать, плохо или закончила, или хорошо закончилась война. Главное, чтобы она закончилась. Так, значит, Александр, есть ли у вас в планах Дмитрия Пучкова, Карины Геворгян, специалиста по Средней Азии? Нет контакта Карины Геворгян, я в курсе откуда. Пучков обиделся на YouTube, мало там появляется. Они же его убили, его YouTube-канал. Это мне Уралов рассказывал, то есть поэтому как-то он не ходок по этим делам. Обиделся. Шелест оптимист. Да, возможно. Салютов. О, видите, над 24 пишет. Хочется салютов, соскучилась. Конечно, хочется. Так, да что ж это вар, ксит, что это? Энит, вар, инвейтив. Что эти люди, что вы хотите, товарищи? На каждом стриме. Я, конечно, вас очень люблю. Боты тоже люди, как говорится. Но тем не менее. Саша, про газовоз ничего не скажешь? А что сказать? Смотрите, мы обсуждали, с кем-то обсуждали мы. Сегодня было 4 эфира, кроме шума, поэтому мы точно обсуждали газовоз, поэтому я так подумал, что мы сказали. Нет, картинки, конечно, апокалиптические. Очередная подножка Европе, очередной повод задуматься. Я вообще хочу, чтобы больше было Санчесов в Европе. Не, они там, испанцы, тоже такие, все там, монархия туда-сюда. Но Санчо же, смотрите, как красиво вышел и сказал: мы, говорит, испанцы, беззаконие не победить. Мы испанцы. Вот вышел бы кто-то, например, там, мы мальтийцы. Какого хрена возле нас вот это вот происходит? Украина, беспилотник, газовоз. Это ж какая экологическая катастрофа, какой ущерб конкретный на фоне цены вот этой. Это приветы. Это потом соберется все в одну кучу, и Европа скажет: да, идите вы, украинцы, с вашим Зеленским. А украинцы скажут: так это ж мы ж украинцы, нам же нужна помощь, а не Зеленскому. Они скажут: кого вы тут избрали? Вот, наслаждайтесь. Понимаете? Поэтому Россия и Медведев шутит. Или как ерничает, там мало шутки, что выгоден Зеленский России, потому что, вот так. Хотя я уверен, что это, не украинцы. Вот смотрите, тут очень интересный момент. Было как сообщение. Украинский дрон атаковал газовоз, но не украинцы. Это были не украинцы, но дрон украинский. Опять, наверное, яхта, вот это все, погружение.
Так, друзья, испанец красоту. Ну, это сегодня такой. Так получилось у него. Спасибо всем большое за поддержку. Так, предположу, что основные потери США понесут в момент десантирования спящие группы ПЗРК. Дроноводы ждут своего часа в режиме молчания. Образное сражение в Фермопильском ущелье. Только теперь персы в роли 300 спартанцев. Ой, не, персы не 300 спартанцев. Персов много. Иранцы повоюют, особенно после девочек, после убийства Хаменеи, после этого красного флага мести. Они не сунутся. Они вот курдов натравят, пошлют. Но курды тоже люди, понимаете? Тоже. Ну, они там дойдут куда-то, может быть, а потом их выбьют. Да? А Америка будет с воздуха. Они не рискнут. Но если рискнут, ну, извините. Это они могут рискнуть только как вот с Ираком. Всем скопом, тут даже украинцы были в Ираке. Ну, типа миссия при НАТО. И вот там вот миротворцы. Поэтому эта война нам преподнесет еще сюрпризы. Но за всем будем следить. Спасибо, что побывали на сегодняшнем стриме. Всем добра и света. Хорошо пошумели.